Ну что же, мои дорогие друзья, я вас вновь приветствую на канале Anubis Play. Меня по-прежнему зовут Anubis, и добро пожаловать на очередное видео. Ну что же, я в одном из своих стримов оговорился о том, что на канале Anubis Play выйдет видео, в котором я расскажу некие подробности о том, что происходило за последнее время со мной, вообще в целом в жизни, что нового, почему так или иначе. Я уверен, что у многих из вас очень много вопросов, очень много недосказанностей, поэтому я надеюсь, что именно этот видос их и развеет. Ну что же, друзья, как мы все знаем, в 2018 году канал Anubis Play прекратил свое существование фактически, да, после выхода последнего подкаста, в котором было сказано очень много всего, расставлены точки над «и». В принципе, обо всем, что там было сказано, я от этих слов не отказываюсь, потому что это действительно так, и оно актуально по сей день. После канала Anubis Play был создан канал Хранитель Миров. Он был экспериментальным, так скажем, более, скорее всего, для меня, потому что я хотел посмотреть, как будут работать алгоритмы YouTube вообще в целом на тот или иной контент, так или иначе оптимизированный. К сожалению, эксперимент не удался, но, в принципе, ничего в этом страшного. Я не жалею создания канала Хранитель Миров. К сожалению, дальше мы его продолжать вести не будем. Конечно же, так на будущее не будем говорить, мало ли когда-нибудь еще вернемся. Поэтому пока что он будет, но заполняться нет. После создания канала Хранитель Миров я уехал служить, об этом знают многие зрители на моем канале. Это был 2018 год, поэтому нужно было сделать так, чтобы выходили видео на канал Хранитель Миров там раз, по-моему, в неделю, да, по-моему, это был четверг или там, не помню какой день, 10 или 12 утра, или уже не помню. Короче, в течение целого года видео выходили, по-моему, раз в неделю на канал Хранитель Миров. Они были сделаны заранее, мною записаны, смонтированы. Это были прохождения, по-моему, это был «Властелин колец», это был «Hellblade» и, по-моему, «Ведьмак 3» с дополнением «Кровь и вино». Но, так или иначе, я планировал после службы вернуться домой, продолжить свою деятельность, но, как говорится, тропки жизненные неисповедимы, да. По мере своего нахождения там, на месте пребывания, пришла мысль такая очень довольно спорная. Все же всем нам приходится отвечать за свои поступки, да, и за последствия своих действий. Но так или иначе, я сразу же оговорюсь, я ни о чем не жалею, все делается к лучшему. Я решил продолжить свою службу, никто не заставлял, это было мое решение самостоятельное, потому что в тот момент это оказалось тем, что если не сейчас, то в принципе никогда. Потому что если бы я уехал оттуда, вернулся бы домой, обратно я бы уже никогда не приехал. Поэтому было принято решение посвятить год еще, так скажем, службе. Поэтому, друзья, служил как мог, как говорится. Подробности тоже не буду особо рассказывать. Вы сами все прекрасно знаете, кто служил в армии, тот меня поймет со всеми приколюхами. Все, что возможно на срочной службе, все, что возможно на контрактной службе, для себя я все увидел. Поэтому дальше продолжать я не стал. Спокойненько дослужил свой контракт и, соответственно, ушел. Все четко, все чики-пуки. Слава того, Господи. Вот, дальше стала другая задача, что же делать дальше. Нужно искать работу, нужно искать себя, что-то делать. И к великому счастью или к сожалению, не знаю, я не был дома. Я все же оставался в том регионе, в котором остался, в котором служил изначально. Поэтому мне необходимо было решать что-то дальше. Первый вопрос, который возник, это же, черт, товарищи, надо же возвращаться к каналу, у меня там люди ждут. Но все оборудование было буквально за 2000 километров от моего месторасположения, поэтому очень тяжело было. Соответственно, этот вопрос был решен со временем. Компьютер вместе с моим оборудованием, к сожалению, без микрофона, доехали до моего дома, но доехали в очень плохом состоянии. Слава богу, хотя бы монитор жив. Компьютер, такое ощущение, что пинали просто ногами по мере того, как он проезжал какой-то там аэропорт или место складирования, просто в ужасном состоянии. Соответственно, судиться с этой компанией я не стал. Не буду говорить, что это была за компания. Поэтому было принято решение потратить нехеровую сумму на обновление содержимого системного блока. Закуплена была материнская плата, процессор, плашки оперативной памяти все поменены, соответственно, докупленные SSD-шники. В общем, до хрена денег ушло на все это дело, но, слава богу, успели еще до введения санкций, до повышения цен, да, на рынке с этими скачками курса доллара, поэтому все с этим делом хорошо. Но физической возможности у меня записывать, так скажем, видео и стримы не было, потому что основную часть моей жизни так или иначе занимала работа. Работал я 5 через 2 на руководящей должности в сфере
безопасности, так скажем, продолжаю эту деятельность. Поэтому не всегда есть время что-то записать, что-то постримить, потому что здесь же работа, здесь же семья, дети, здесь же нужно уделять им какое-то внимание, какую-то заботу. И разрываться на 3 фронта — это, мягко говоря, тяжело. Учитывая, что работа, мягко говоря, не из приятных и максимально повышен градус нервозности на ней. Приходить домой после работы и начать какой-то стрим — это очень тяжело, честно говоря. Но суть-то ведь не в этом. Вся история, в принципе-то, она вот как на ладони, и никаких здесь, так скажем, подводных камней, да, какого-то фальша нет, там все по факту, все как есть. Было принято несколько судьбоносных решений, которые повлияли на мою жизнь и, в принципе, на жизнь канала. Да, какие-то люди здесь остались, кто-то ушли. Я прекрасно понимаю тех, кто отсюда ушел, это, нормально, потому что, не каждый зритель будет там 4 года сидеть и ждать, да, когда же там Анубис у нас разродится. И ни слуху, ни духу, ни сообщения, ничего. Вот. А сообщений не было просто потому, что закрывать эти проекты я просто не хотел. А продолжать что-то туда писать, какие-то новости в группу ВКонтакте, это какая-то дичь. Каждый из нас по-своему следил за игровой индустрией, да, за все эти годы, за какими-то событиями на Ютубе. А их было просто колоссальное количество. Сам лично я следил очень плохо, и могу пропустить очень многое. Но когда я зашел просто в творческую студию Ютуба, я охренел от того, что я увидел, серьезно. Я такой, что это за цифры? Куда все делать? В смысле, а где предыдущие показатели? Ничего не понятно. Короче говоря, это было очень странно все. Соответственно, и программы, которыми я пользовался, да, для видеомонтажа, для звукозаписи, да, все было не то чтобы потеряно, а скорее забыты навыки, да, как это все правильно делается. Но сейчас все встало на круги своя, я надеюсь. И мы продолжим пилить, потому что сейчас немножко времени появилось. Я пытаюсь как-то грамотно распределить свое время между всеми задачами, которые надо мной нависли. В общем, друзья, я благодарен всем, кто остался с нами. Я надеюсь, мы продолжим нашу деятельность потихоньку, помаленьку. Сейчас расскажу подробнее, что мы будем с этим всем делать. В общем, изначально создан уже был канал в 2013 году, насколько я помню. Это были самые разнообразные видео. То есть это были прохождения, обзоры, мнения, там были прямые трансляции, да, когда эта функция только-только начала как-то там раскручиваться, да, в пределах Ютуба. Сейчас же ситуация на Ютубе максимально иная. И то, как работают алгоритмы этого хостинга, тоже, конечно же, большая загадка для всех нас, но примерно какую-то закономерность можно для себя выявить. И канал Хранитель Миров был один из тех экспериментов, который вот эту вот почву прощупывал. И он ее прощупал. Так что, друзья, единственное, что я могу сказать вкратце, да, о будущем канала Anubis Play. Потихоньку, помаленьку будем продолжать. Единственное, не будет уже как таковых видео в нашем привычном формате. Не будет как таковых подкастов ежемесячных, как это было принято у нас на Anubis Play, да. Как таковых прохождений, когда ты постоянно сидишь, видео за видео выпускаешь, что профита нет абсолютно. Поэтому канал Anubis Play переходит полностью на формат прямых трансляций. Я надеюсь, у нас все с этим получится, даже несмотря на все те проблемы, которые были с нашими стримами в последнее время, а постоянные зрители, которые посещают наши стримы, в курсе, да, бывают там какие-то непонятные заминки, и причем закономерности во всех этих технических проблемах найти очень сложно, потому что здесь интернет, здесь и требовательная игра, здесь и в принципе у тебя комп-то неплохой, ты такой сидишь и понять не можешь, что вообще происходит. И в принципе все должно быть хорошо, а оно плохо. Хотя когда ты проводишь полуторачасовые тесты, да, той же самой игры, на той же самой прямой трансляции, просто в приватном режиме, ни единого пропуска кадров, ни единого скачка. Твою же дивизию, как только стоит запустить настоящий стрим в открытом доступе, сразу все сыпется. Это очень странно на самом деле. Но я надеюсь, что с этим все будет хорошо. По мере поступления будем решать наши проблемы. Так что, друзья, канал Anubis Play, как я сказал, переходит полностью в формат прямых трансляций. Может быть, время от времени будут выходить такие вот разговорные видео, да, когда я буду обсуждать какие-то насущные вопросы, которые накапливаются, да, или же там досказывать какие-то недосказанности для определенных моментов. Это будет очень полезно. Единственное, это не как подкаст, соответственно, не будете выходить раз в месяц, это будет выходить тогда, когда нужно. Поэтому, товарищи, если вы со мной, пожалуйста, присоединяйтесь. Единственная у меня большая просьба, конечно же, из-за того, что канал столько времени стоял, алгоритмы Ютуба каждый раз перестраиваются, непонятно, как работает. Это понятно, как бы уже даже черепахи, что основная аудитория на нашем канале, грубо говоря, просто лежит мертвым грузом. Это не активные пользователи. Активных пользователей там от силы 150 может, так что можно эту цифру считать, да, 150 активных подписчиков. Вот. Несмотря на цифру почти в 4000, большинство из них просто висит
мертвым грузом. Поэтому, друзья, если вы до сих пор здесь, единственная просьба: отпишитесь от канала, подпишитесь на него заново и обязательно поставьте колокольчик на все уведомления. Иначе будет там, полный трэш. Непонятно, как сейчас YouTube работает. Смотрел видео тоже по этому поводу. Очень непростая там политика. У кого-то приходит уведомление, у кого-то не приходит, хотя люди ставили этот колокольчик. Как-то YouTube очень странным образом всю эту историю рекомендует. Кому-то да, кому-то нет, хотя люди подписаны на канал, и у них стоит уведомление. Поэтому, друзья, отпишитесь от канала, подпишитесь на него заново и ставьте колокольчики. Я думаю, на этом все, что от нас требуется, мы выполним. Вот, друзья, ну что же, все, что хотел сказать, сказал. Такое небольшое видео получилось. Я надеюсь, оно было вам полезно или просто интересно. Я жду вас всех на своих прямых трансляциях. Пополняйте наши ряды, поддерживайте, общайтесь в чате. Разумеется, со всеми я общаюсь лично. Трансляции ведутся в 2К разрешении, 60 кадров в секунду, как это возможно. В общем, максимальное качество, которое вы можете получить, да, благодаря тому, что могу дать вам я. Соответственно, оно получается. Очень красивые стримы, сам лично пересматривал. Сам себя, конечно, не похвалишь, никто не похвалит, так делать нельзя, но все же факт остается фактом. Картинка на стриме более чем приемлемая. Вот, надеюсь, что вы со мной согласитесь. Ну что же, друзья, добро пожаловать на мои стримы. Увидимся в дальнейшем. Ставьте большие пальцы вверх и пока-пока.